Светлана работала сиделкой уже много лет, и за это время ей пришлось столкнуться с разными ситуациями. Но то, что произошло с Марией Павловной, женщиной, о которой она заботилась последние полгода, перевернуло ее мир. Мария Павловна была старой, но крепкой женщиной, которой было под 80. Ее память начала подводить, она часто путала имена и даты, но в целом вела себя вполне адекватно. Единственная проблема заключалась в том, что у нее были подозрения на домогательство со стороны одной из сиделок, которая работала до Светланы. Поначалу Светлана не придавала этим рассказам значения, считая их результатом возрастных изменений. Но Мария Павловна продолжала настаивать, что кто-то заходит к ней ночью в комнату, и часто рассказывала истории, как просыпалась от странных звуков. Загадка стала мучить Светлану, и она решила установить скрытые камеры в комнате пожилой женщины, чтобы проверить, что происходит. На следующее утро, после того, как камеры были установлены, она снова приступила к своим обязанностям, пытаясь забыть об этом странном решении. Но что она увидела, когда просмотрела записи, повергло ее в настоящий шок. На одном из записей было видно, как ночью в комнате Марии Павловны, когда она уже спала, в комнате появляется сама Мария Павловна. В ее руках была старая кукла, а лицо выражало нечто необъяснимое, полное отчаяния и страх. Женщина медленно подходила к своему собственному зеркалу, и там она начала разговаривать с отражением. Это было настолько странно, что Светлана не могла понять, что именно происходило. В следующую ночь Светлана решила остаться в комнате и сама понаблюдать. В ту же самую ночь она снова увидела, как Мария Павловна подошла к зеркалу, но на этот раз она не была одна. В отражении появился еще один человек, молодой мужчина, с бледным лицом, с глазами, полными боли и отчаяния. Не в силах справиться с тем, что происходило, Светлана сразу же вызвала врача. Экспертиза показала, что у Марии Павловны развилась поздняя форма деменции, что могло вызвать галлюцинации. Однако для Светланы все это было куда более пугающим неосознанные действия ее подопечной, ночные встречи с призраками, переживания старой женщины о каких-то событиях прошлого. С того времени Светлана поняла, что иногда быть рядом с человеком в его последние годы – это не просто заботиться о физическом состоянии, но и о том, что происходит в его душе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.